Друзья, всем привет! На связи Паша Клымок, а это значит, что мы с вами снова здесь, снова тут, снова на канале, где мы общаемся о моноколесе и на темы, связанные так или иначе с моноколесом. Ролик, который сегодня я решил записать, это мысли о InMotion V13. Я думаю, что те, кто стоит уже на моноколесе не первый день, они следят за новинками, они следят за трендами, они следят за скоростями, которые в новых колесах появляются. И когда я на днях увидел цифру скорости нового InMotion V13, который относительно скоро обещают выпустить, я, честно говоря, впал в ступор. Друзья, 143 километра в час. Сегодня я как раз хочу выразить свои мысли, если это так можно, сумбур моих мыслей назвать в целом мыслями по поводу этой скорости. Я не буду брать во внимание другие характеристики этого колеса. Что я думаю по этому поводу? Вы знаете, в те времена, когда только появлялись на дорогах там какие-то, не знаю, мопеды, автомобили, которые заправляли, распаливали дровами, в кавычках, с деревянными колесами, которые ехали не быстрее, чем повозка с лошадьми 10, 15, 20 километров в час. В те времена, в принципе, и дороги как таковые были, сами понимаете, какие. Время идет, технологии движутся вперед, и если ранее только избранный мог передвигаться, не имея болид Формулы-1 со скоростью выше 50 км в час по городу, то сейчас передвигаться по городу выше 50 км в час может обычный студент. Обычный студент, который накопил на пирожках за семестр и купил себе самокат или моноколесо. С увеличением скорости увеличивается, на мой взгляд, все, что я говорю, это мои мысли, мои доводы, мои какие-то умозаключения. Если вы с ними не согласны, это нормально. То есть те, кто из вас боятся, кстати, забыл поблагодарить каждого из вас, кто в предыдущем ролике, там, где мы говорили про лайки, про дизлайки, выразил свои мысли, сказал, почему так происходит, сказал, почему, собственно, он ставит, если такое бывало, дизлайки. Все это, что создается, это в большей степени не для меня, это в большей степени для вас. И поэтому для меня важна реакция, важен фидбэк каждого из вас, который просмотрел этот видеоролик и как-то на него отреагировал, неважно как. Пальцем вверх, дизлайком вниз. Это все реакция, которая помогает мне двигаться как-то вперед, что-то подкручивать, что-то систематизировать. Так вот, скорости, они важны в нашем текущем, быстротечном мире. И если мне где-то что-то нужно забрать на противоположной стороне города, то преодолеть это расстояние, допустим, за час, за 2 или за 20 минут, разница существенная, потому что этот час я могу потратить на более приоритетные какие-то важные дела. То же касается и с колесом. Колесо, которое едет 20 км в час, 25 км в час и 50 км в час, говорю из своего опыта езды на V8 и на КС-18L. Это две существенные разницы. И я думаю, что абсолютно каждый из вас согласится, что начиная учебу на более простом колесе, уже спустя 2-3 недели, 4 недели, вы просто не можете наваливать больше, а хотелось бы. И вот эти 143 км в час у меня вызывают некий диссонанс. То есть мои мысли делятся на два лагеря. С одной стороны,
колеса, которые валят 70-80 км в час, уже даже на сегодняшний день, конец июля 2022 года, они есть. Они есть, и ребята очень успешно на них передвигаются в большей степени по проезжей части. По тротуарам 50, 70, 80 гнать, ну это какое-то безумие. Хотя, знаете, и по ПЧ гнать 80 км в час с разрешенными 50 по Киеву плюс 20 зазор, это тоже, ну, как бы не совсем правильно. 143 км в час. Вы вдумайтесь только в эту цифру. Каждый, кто имеет хоть какие-то навыки вождения, хоть какие-то водительские права категории А или категории Б, я думаю, знают, что в ДТП страдают в большей степени, убивает людей не скорость как таковая, а скорость торможения, да, расстояние тормозного пути. Вы можете в автомобиле ехать и 100, и 50, и 150, и 200, и 300, неважно, если дорога бесконечная. Но если перед вами возникает человек или перед вами возникает бетонный столб, то расстояние тормозного пути, которое для вашего автомобиля будет достаточно, как раз и повлияет на ДТП. Может быть, кто не знает, может быть, кто не задумывался, но почему на скоростных, да, на болидах, на скоростных автомобилях, Бугатти всякие и так далее, огромные колеса с огромными дисками, да, то есть низкопрофильные колеса с огромными дисками. Чем больше тормозной диск, тем быстрее машина остановится. Одна и та же машина с разным размером диска, она останавливается по-разному. А что же по InMotion V13? Что же по моноколесам? Тормозов как таковых нету, да? И я более чем уверен, что тормозной путь, скорость и расстояние тормозного пути между V13, V12, V11 там, и так далее, и V8, он, я думаю, что он будет одинаковый, плюс-минус. Там нету какого-то гидравлического тормоза, там нету каких-то дисковых тормозов. То есть вы наваливаете просто весом тела, и тем самым движок тормозит вам колесо. Тормозной путь, я думаю, что не стоит объяснять, между 50 км в час и 143, он будет кардинально отличаться. Итак, что мы имеем? Мы имеем колесо, которое валит 143 км в час. Сразу говорю, что это скорость раскрутки. Это скорость раскрутки при поднятом колесе. Понятное дело, что это максимум. Это максимум, после которого колесо вырубается. Если взять обычную скорость, то, как правило, там можно отнять 40 км в час. Но все равно это 103 км в час выходит. 143 минус 40 это 103 км в час. И даже 103 км в час это, для колеса, это, знаете, это нормально. Вчера в чате увидел, какой-то моноколесник говорил, а пробовали ли вы показывать поворот рукой на скорости 70 км в час. Представьте, показать поворот рукой на скорости 100 км в час. Для вас сдует с этой рукой вместе с вами с колеса, как высунутая голова в форточку поезда или форточку автомобиля, когда вы руку вытаскиваете и у вас ее просто относит в сторону. На мой взгляд, такие скорости, они оправданы. Но они оправданы с какой стороны? Опять же, это мои мысли. Со стороны запаса хода, запаса скорости. Если в автомобиле на спидометре 250 км в час, это не значит, что этот автомобиль должен гонять по городу 250 км в час. Это значит, что у него есть запас. Это значит, что если этот автолюбитель, этот автомобилист будет ехать в Европу через Германию, где нет ограничений на некоторых автобанах по скорости, welcome, наваливай на все 250 км в час. Это значит, что если моноколесо валит сотню, то это не значит, что этот моноколесник, этот райдер обязан выжимать на все бабки, гонять по городу 100 км в час. Это значит, что если он едет, по Бориспольской трассе или по какому-то там взлетной полосе 50 км в час, с ним рядом едет троллейбус какой-то, допустим, и ему нужно
там, не знаю, в горку, да, или где-то с горы, наоборот, обогнать этот троллейбус, обогнать этот автобус, обогнать эту маршрутку, поравнявшись с ней, ему нужно, ну, хотя бы, да, там 10, 20, 30 км в час запаса скорости. То же самое, допустим, за городом. То есть, когда я, допустим, еду на дачу с Киева, то, да, идеальная трасса, идеальная дорога, идеальная обочина и 50 км в час именно там, в безветренную погоду, мне не хватает. То есть мне не хватает просто, ну, потому что все идеально, все гладкая дорога. В городе, честно, я бы не ездил выше 50 км в час. В некоторых индивидуальных случаях где-то ускоряться, да, можно, но наваливать 70 км в час, на мой взгляд, это опасно для не только своей жизни, но и для жизни тех автомобилистов, которые при вашем падении могут наехать на ваше колесо, улететь от этого в кювет или в столб, или в соседнюю машину вылететь от испуга, когда вы упали, на встречную полосу. То есть это все взаимосвязано. 143 км в час. Много это или мало? Напишите в комменты прямо сейчас, поставьте на паузу, я посчитаю до 5, как вы считаете. Колесо для колеса, это не в целом, да? Для самолета, для кукурузника 143 км в час это мало. Для моторной лодки 143 км в час на воде это много. Для велосипеда это дофига. Для мотоцикла это мало. А для моноколеса, как вы считаете? Вот просто напишите в комменты, как считаете, много это или мало. Следующий момент, который может немного озадачивать в этой скорости, это наши дороги. То есть отбросим неадекватных водителей, которые могут подрезать, которые могут не знать правил дорожного движения, просто купив права. Отбросим все составляющие, просто возьмем за основу дороги. И дороги, я не знаю, как конкретно в вашем городе, в вашей стране, в Киеве обстановка с дорогами на сегодняшнее время, ну как сказать, она не идеальная, но она и не плачевная. Там, где вчера была идеально гладкая дорога, сегодня может появиться яма. Там, где вчера была яма, сегодня может дорога стать идеально гладкой. И поэтому даже если вы по одному и тому же маршруту гоняете с работы до дома по идеальной поверхности, то завтра в темноте, в сумерках там могут быть уже какие-то разломы породы, так сказать. Поэтому гонять, опять же, 100 км в час, даже по той дороге, где вы ездите каждый день, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день опасно. Подытожив, я хочу сказать основную мою мысль, которая касается всех скоростей на всех гаджетах, на любом электротранспорте, на любом автомобиле. Исключительно мои мысли. На мой взгляд, город — это не то место, где нужно соревноваться со спидометром вашего автомобиля или вашего мотоцикла или вашего моноколеса. Хотите гонять? Хотите ездить на спорткаре или на спортивном мотоцикле на все бабки, на все ваши 300 км в час, на все ваши 200 км в час вашего спидометра? Welcome! Есть треки, есть мототреки, есть идеальные гладкие поверхности, которые созданы конкретно для того, чтобы проверить свою адекватность, выделить адреналин и погонять 250 км в час. То же самое и колесо. На мой взгляд, все эти 143 км в час, слушайте, у меня в голове не укладывается 143 км в час. Некоторые машины едут максимум 110, потом начинают на 4 колесах их трясти. Что будет происходить с одним колесом на скорости 140 км в час, это моща. Поэтому эти 143 км в час, если в недалеком будущем кто-то будет смотреть ролик, имея уже это колесо, подпишитесь, где вы в принципе применяете такую скорость. Те, кто смотрит сейчас этот ролик, как вы считаете, где в принципе можно применять такую скорость? Вот есть у вас на сегодняшний день это колесо, вот оно перед вами стоит. Неважно, где вы живете, в поселке, в селе, в ПГТ, в городе, в палатке за городом, где на сегодняшний день в вашем окружении вы бы могли применить эту скорость. Вот такой вот ролик о InMotion V13 и о его скорости. С вами был Паша Колымок. До связи. Жду от вас палец, фидбэк и подписку, если вам тематика моноколеса интересна. Всем пока, до новых встреч.